Всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Благодарю вас. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь и лайк поставьте. Тема сегодняшнего расклада. Кто грезит вами? Будут ли конкретные шаги? Да, посмотрим. Можно грезить, а потом конкретный шаг будет заключаться в том, что он поймет, что не готов он осилить то ли Эверест, то ли, не знаю, горизонт какой-то расширить, планочку поднять, то ли из зоны комфорта выйти, да. Посмотрим, какие же будут эти конкретные шаги. Итак, для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Ага, для начала, да, какая девочка пришла на расклад. Ух, что там произошло? Страхи. Первое. Страх вышел какой-то. Сейчас, мои хорошие, будем узнавать, о чем это. Так. Знаете, мне тут вот первое как-то, вот, если так сразу прочесть, можно в какой-то момент девушка испытывала страх, боялась потерять партнера, или же боялась не удержать у кого-то. Почему я так говорю? Потому что тут треугольники, любовные треугольники. Может, это было, не в прямом смысле, да, у мужчины наличие там жены или любовницы. Может быть, это влияние третьих лиц, на ваши взаимоотношения. Это третьи лица могут и с его стороны быть, там, родственники, коллеги, друзья. С вашей стороны то же самое может быть. Подруги, мама, сестра. Но не обязательно, не буду перечислять. Вы понимаете, да? Чё прям всегда на мужчину наговаривать. С нашей стороны тоже бывают советчицы. Очень много таких советчиц, которые сами подруги даже такие бывают, которые уже давным-давно в одиночном полете, да, они от этого ловят, может быть, кайф, им комфортно. И они же переносят это видение своей жизни на вашу жизнь, да. И вот советы дают, зачем он тебе нужен, и все в этом роде. Да, бывает тоже такое. Ничего плохого не хотят вроде бы, да, но в то же время бывает. Ладно, не буду на этом останавливаться. Почему-то мне показано девушка, которая где-то познает саму себя, где-то, видите, тут как дуальность карта. Девушка идет в белом платьишке, да, и отражается тут, в воде, не в воде, как будто бы ее отражение в черном платье. Да. История о том, что у каждого из нас есть теневые наши стороны, есть какие-то наши проявления, которые, может быть, даже желания, да, которые, может быть, мы не всегда принимаем, мы не всегда их слышим, но периодически они нам стучатся, да, и напоминают о себе. Тут больше история, вот как мне вот так вот, история о том, что, может быть, какое-то время, тут еще карта хамелеон, девочки, вы старались быть для какого-то, для какого-то, может быть, даже социума, может быть, даже, или для кто-то для этого мужчины, старался быть, вот так прям слово, хочется сказать, прям, не хочу никого ранить, удобной, девочки. Для того, чтобы мужчина вас полюбил, выбрал, остановил на вас свой выбор. Может быть, какие-то эти кастинги, сравнения прекратились. У кого-то где-то вообще ситуация по хамелеону у меня такие делают, как будто бы, знаете, так интересно, мало ли как будет быть между двух огней. С одной стороны идет влияние, там, может быть, даже не критика, может быть, кто-то свое высказывает мнение своих близких, родных, да, а с другой стороны, на другой чаше весов, вот, то ли взаимоотношения, это love story с этим мужчиной, как вам хотелось, не то, что там быть
и сохранить и одних, и вторых людей в своей жизни, но как минимум почему-то мне так идет тут какой-то, может быть, было как не совсем одобрение выбора этого мужчины, ну или элементарно какие-то постоянные вот какие-то замечания могли быть, какие-то ну, влияние третьих лиц о чем. При этом такое впечатление вы в свое время считали, может быть, этого мужчину. Вот тут как вторая своя половинка. Как в зеркало смотрели. Где-то считывали вот прям его какие-то, может быть, поступки. Но даже нет, это не о поступках. Это, может быть, его видение мира вам казалось и ваше. Оно идентично. Вам казалось, вот это именно он. Часто эта карта проходит у меня как близнецовые пламена. Может быть, вы считали, что вот да, у вас там прям одна душа на двоих. Вот почему-то вот, может быть, рядом с другими мужчинами вы, понятно, не испытывали каких эмоций, чувств, и автоматически перекладывали это и на него, и также воспринимали, что, наверное, и у него то же самое. Или надеялись, по крайней мере. Но в конце карта, говорящая о том, что вот именно по поводу последнего вашего суждения у вас произошло, ну, озарение, не озарение, негативный подтекст. Вы как будто бы осознали, что, ну, это ваше было заблуждение. Где-то мужчина, скорее всего, своими поступками или наоборот, тем, что не совершил тех самых желанных вами поступков, решительных каких-то, не взял там ответственность, не стал проявлять больше инициативы, не вкладывался там в первую очередь там эмоционально, временным ресурсом. У кого-то, может быть, материально не вкладывался. Как будто не простраивал в той мере, в которой вы хотели бы эти отношения. У кого-то тут элементарное даже предательство. Ну, и человек не выбрал вас или обесценил вас. Тут вот эта карта говорит о том, что вы теперь, ну, как можно сказать, в корне поменяли взгляд на этого мужчину. Не могу сказать насчет эмоций. Эмоции тут, понятно, болезненные были. Ну, пока тут не совсем об этом. Тут просто о том, что вашей трансформации, о том, как вы изменили свое мнение вообще об этой ситуации. То есть, если в прошлом, вплоть до того, что вы боялись этого человека потерять, где-то могли даже, ну, как раздваиваться прямо. Ну, мне так идет. Может быть, даже тут, ну, третьи лица третьими лицами, а тут как будто девочки где-то, вот не хочу эти пафосные слова бросать тоже по поводу предательства самой себя, но тут тоже такое могло быть, как будто бы вы сами себе говорили, но как-то он себя ведет так, не совсем, ну, может быть, как звоночки были, да, не совсем для вас приемлемо. Какие-то были предпосылки, какие-то вот знаете, вот шансы давали, те, которые не нужно было давать. Допустим, если бы один раз как-то так проявился этот человек, то вполне возможно достаточно было сказать там: меня не устраивает. Или такой тон разговора, или вообще, там, уже не знаю, предмет разговора, или я не готова обсуждать это, или, допустим, меня не устраивает там что-то еще вот в наших отношениях. И это бы на данном этапе вот оно, или бы отношения пошли по другой спирали, да, скажем так, или же, в принципе, вы разошлись бы, уже это была бы, ну, может быть, с другим мужчиной, у вас совсем другая история. А тут как будто бы вот какие-то моменты, такие нюансы. Мне кажется, страх говорит об этом. И вот эта вот дуальность, двойственность какая-то, хамелеон. Потому что где-то вы промолчали, где-то не захотели. Может быть, не потому что там какая-то вы, знаете, мягко, как это сказать, ну, в общем, слабая натура, да, не буду. Нет, не потому, мне кажется, а хотя бы потому, что вы, может быть, побоялись человека обидеть, или такой тактичный, добрый человек какой-то, который старается быть где-то дипломатичным, где-то... Это не равно слабость, но многие воспринимают это слабость. Я вам скажу, с одними людьми можно быть такими, а с другими это вообще тупиковая ситуация. Может быть, тут, а где-то вот там шажочек за шажочком, там промолчали, там не досказали. И так вот ситуация как-то куда-то привела туда, где вам, ну, вы тут как в конце карты, настолько вы верили, может быть, даже ставили на пьедестал, кто-то там прям этого мужчину чуть ли не обожествлял, ради него готов был на очень многое.
Тут в конце карта такая, я поняла, я поняла, как я ошибалась, я поняла, может быть, даже не сколько в сторону этого мужчины, сколько вот разочарования, что он не является тем самым. Ну, как будто бы вот где-то, может быть, напридумывали. Мы все таким занимаемся периодически, да, кто в большей, кто в меньшей степени, да, идеализируем людей, наделяем их какими-то качествами, которыми они не обладают. Показана женщина, которая включила голову в полной мере, мозги, контроль над своими эмоциями. Уже так из-под бровей смотрите, анализируете все его теперь не просто там слова, не просто там какие-то, не знаю, что там, какие-то двойственные поступки пытаетесь понять, оправдать. Не ищите особо подоплеку. Тут как будто бы конкретно женщина смотрит на поступки именно мужчины. Да, в отношении меня так, значит все. Если меня не устраивает, до свидания. Тут что-то такое. При этом этот кинжал, вот это даже не кинжал, я даже не знаю, как это назвать, это оружие. Вот такой длинный нож держит. Она не за спиной его держит, это вы. Перед собой. И всем своим видом как будто бы дает понять. Итак, я во всеоружии, я на страже, я за тобой слежу. Прям так хочется сказать, глаза в глаза. Как фраза, да? Я за тобой слежу, я внимательно мониторю. Куда ты, где ты, как ты. Ну, не до такой степени, конечно, но тут как будто бы в отношении вас именно. Вот вам хотелось бы разобраться. Может быть, уже не хочется, девочки. По-моему, вы уже все тут разобрались. По крайней мере, вы не хотите, чтобы вас кто-то обижал, предавал. И тут такой вот какой-то, я же говорю, подтекст есть. Меньше всего вы хотите уже там, понятно, предавать себя. Какие-то ошибочки, не буду говорить это ошибки. Ну, какой-то опыт уже прошли, прожили, разложили по полочкам. Может быть, кто-то даже вот этот страх уже преодолел. Да, вот. Ну, мы же во всем стараемся искать какое-то рациональное зерно, да, не просто так нам даются вот эти какие-то тут, испытания, у кого-то маленькие испытания, у кого-то такие испытания, думаю, больно было. То есть где-то вот, может быть, благодаря преодолению вот этих вот препятствий, да, бег с препятствиями, то вы научились вот эти рамочки, границы свои, по крайней мере, их озвучивать, по крайней мере, четко для себя понимать, где вот вы уже не позволите. Может, повторение какой-то ситуации, может быть, не позволите, чтобы вами пользовались, обесценивали вас. Вот как-то так. Так, еще все-таки страх. Спросила, о чем страх, но это скорее как в прошлом, девочки, тоже было. Поэтому у кого-то, девочки, у кого-то элементарно, банально, да, планировали замуж, стабильные отношения, потому что карта Земля — это стабильность, карта Лилия — это рост, развитие, красота. У кого-то страхи были по поводу того, что мне прямо оно как-то вот что не так. Тут своя привлекательность, где-то наивность полили, чистота. И вот какое-то такое, знаете, как не знаю, ой, как оголенный нерв, в общем, как не то, что там раненая, извините, ранимость, есть такое слово. В общем, вы поняли. Тут карта, вот как стоит человек, в моем представлении, это сочетание вот этих карт. Не то, что тут карта безденежья, вы там вас нуждаетесь финансово. У кого-то, понятно, желание было, страх там перейти на новый уровень, социальный как-то, может быть, поднять этот уровень, может быть, там, уже не знаю, в любом случае стабильности хотелось. Но тут другое, тут вот эти сочетания карт говорят мне о том, что карта Лилия — это какая-то чистота, это наивность, это отчасти даже какая-то детскость, может, где-то не совсем приспособленность к жизни была. И по карте Лилии вот эта вот карта говорит о том, что мне так оно считается, что искренне влюбились, искренне ожидали там хорошего финала, скажем так, на развитие отношений. И где-то, может быть, столкнулись с тем, что вы не готовы уже, может быть, стояли там, эти шансы давали, как вы не готовы, как нищий на паперти, выпрашивать эту любовь. Вот мне так идет, да, почему-то.
тут как будто бы искренне вы не понимали, почему, если я, ну там, хочу, стараюсь ради человека, прикладываю какие-то усилия, почему мне в ответ, ну, совсем все не так, все по-другому ко мне человек оборачивается, и проявления его другие. Ну, тут, скорее всего, девочки, вы, желая, ну, тут не буду говорить, там, удержать, ну, как-то, желая с мужчиной выстроить классные отношения, где-то боясь его, опять-таки, упустить, потерять, боясь того, что выберет не вас, может быть, боясь конкуренции где-то даже, потому что тут третий фактор. Где-то сознательно вот как будто бы давали ему шансы там, где не нужно было давать, вот я так скажу. Мне кажется, вы все понимаете тут по поводу того, что отчасти не хочу тут вот. Это очень больно, когда говорят, что и ваша вина есть, да. Ну, я вас понимаю, это если любишь вообще, как будто бы часто как думать о том, чтобы как эгоизм теряется в любви, да, растворяется. Тут и человека ставишь действительно на пьедестал, и обожаешь, и прощаешь. Так, Хамелеон. Ну, я спросила, Хамелеон больше на вас, на него. Ну, это ж как... Тут как будто бы говорят о том, что отчасти вы так себя ощущали, какие-то шаги предпринимали, шаги, которые по факту не привели к вашему, ну, извините, там, счастью, женскому счастью, вот на тот момент. Я же не говорю, что это диагноз. Может быть, вот благодаря этой истории вы, наоборот, обретете там союз, пойдете, обретете любовь с каким-то мужчиной, с которым у вас вообще будет все великолепно. Это будет как такой маленькой прелюдии к вашей там большой любви новой. Просто тут показано, что вы так вот где-то даже метались, если можно так сказать, и не знали, как себя вести. Почему? Потому что по карте замок слишком много было тайн. Может, в отношении этого мужчины, может быть, в отношении каких-то построений этих взаимоотношений. Ситуация какая-то туманная была, непонятная. Может быть, сознательно мужчина где-то о чем-то умалчивал. Потому что карта замок. Ключ-то тут есть, но, по идее, от вас его скрывали, этот ключ, да. Или человек мог сознательно не показывать. Вот о чем-то умалчивать, еще так как будто вот мне идет. И вообще показано почему-то какая-то тупиковая ситуация, но вообще и на Хамелеон мы смотрим. Тупик, вот какая-то привязанность к этому мужчине, она как будто бы у кого-то принесла плоды, знаете, какие карта ведьма, это увлечение психологией, да, может быть, для себя постарались по полочкам разобрать, да что ж происходит, почему же меня там постоянно сейчас я выговорю. Постоянно то ли привлекает какой-то типаж мужчин, то ли вот как угораздило меня, я выговорю. Угораздило меня вот вляпаться в это все, да, ну почему? Почему все не как у людей, да? Ой, ладно. Ну, увлечение эзотерика, у кого-то эти расклады, отчасти это все помогло, вот говорят, вот как дорога такая вот у вас вот могло привести это вас сюда. Даже желание узнать, может, психологию, мужскую, женскую, взаимоотношения, где-то для себя осознать, это манипуляция или что это вообще было. У кого-то вот эта карта действительно, как узнали в нем свою половинку, может быть, никому таких эмоций не испытывали. Опять-таки, тем болезненно это, как открытие, это как предательство восприняли. И где-то не хотите себя даже снимать ответственность. Почему? Потому что не хотите повторения такого. Но в то же время многие, я понимаю, говорят, да вроде ж, должно было все сложиться. Всегда бывает, да, есть мужское видение ситуации, есть женское. Не хочу ни на кого наговаривать. Я же сама женщина. Так что я, в принципе, на вашей стороне. Просто хотелось бы для того, чтобы в будущем не было болезненно так. Просто был, такой опыт. Осознать, что это был опыт. Так. Даже не знаю, что еще спросить.
давайте смотрим. Кто грезит вами? Будут ли конкретные шаги? Кто грезит вами? Кто этот человек? И будут ли конкретные шаги? Кто грезит вами? Будут ли конкретные шаги? Кто грезит вами? Будут ли конкретные шаги? Кто грезит вами? Будут ли конкретные шаги? Да что ж такое, карты перевернуты. Так, смотрим. Ага, давайте теоретическую еще возьмем. Да, может веселее пойдет. Обхохочешься, да, веселее будет. Кто грезит вами? Будут ли конкретные шаги? Ну и какого свойства эти шаги будут? Да, какие они, собственно, эти шаги будут? Так, кто грезит вами? Будут ли конкретные шаги? Так, кто грезит вами? Кто грезит вами? Так. На прямых. Кто грезит вами? Будут ли конкретные шаги? Ой, извините, что-то вздохнула, потому что мне показана карта медведь. Правда, тут у многих пройдет ситуация о том, что мужчина не свободен или несет ответственность уже за кого-то, во что-то вкладывается. Тут и такой всегда подтекст по карте медведь материально, да, вот как будто бы львиную долю он туда сознательно отдает, помогает, там, чувствует себя, что он, ну, таким, знаете, должен, он должен там вкладываться, помогать, вот так как-то. Но опять-таки, так интересно, вы почему-то, мне показано, видели этого мужчину где-то своим другом, а потом пришло разочарование по карте крысы. То ли увидели какую-то, ну, сторону, то ли его жизни, то ли какие-то проявления его, поступки какие-то, да, которые, ох, вы осознали, как вы заблуждались, да, что он может быть и таким, не совсем тем другом, и не совсем такие у него проявления, так как вы это считывали. Опять-таки, у кого-то после вот этого как озарения, карта интуиция, в один момент могли глазки открыться, и вы посмотрели на всю ситуацию еще под другим углом. Пришло осознание того, что, возможно, вами манипулировали, игрались, как игра какая-то могла вот проходить. Да? Я не утверждаю, что она такая была, но как будто бы вот у вас после чего-то видение этого всего было на тот момент, что мужчина свои цели какие-то преследовал, закрытие своих потребностей каких-то. А тут карта кукла, и мужская рука эту женщину прекрасную, как в клетку золотую пытается посадить. Это не в том плане, что он пытался там, не знаю, вас держать в золотой клетке, да, или не в золотой, а в том плане, что где-то может навязывать свою игру, повторюсь, где-то вами управлять, манипулировать, где-то в первую очередь свои потребности закрывать, а ваши уже, скорее всего, даже нет. Скорее всего, вы могли вообще как будто очень мало получить желаемого из того, что желаемого, да, было вами. Так, тут карта зеркала, врата жизни. Сейчас, девочки, так, сирена у меня воют. Так, какой тут мужчина, кто грезит вами? Почему-то мне показана история, девочки, изначально как будто бы мужчина вас встретил, увидел, и такой, вау, такая яркая, красивая. Вот эта карта на вас очень часто выходит. Ну, это как женщина-муза, вдохновляющая. Очень часто, кстати, вот такой типаж, он считывается мужчинами несвободными. Тут есть какие-то звоночки, говорящие об этом. Считывается как архетип какой-то любовницы, женщина-праздник, женщина, которая
допустим, если там уже устаканенный какой-то быт, уже вот это вот у кого-то бытовуха заела, там длительные отношения уже в семье, у кого-то уже страсти нет, секс не тот, да, где-то выгорание какое-то идет, то тут вот эта женщина, благодаря своей энергетике, благодаря своей яркости, тут жизнерадостности, жизнелюбие, вот этой вот энергетикой какой-то вы сбиваете на повал, плюс умение себя преподнести, удержать фокус внимания на себе, красивая, ухоженная, не обязательно идеальные тут черты лица, тут и там и фигура не обязательно идеальная, тут вот это вот харизма ваша, вот это вот какое-то, мне прям, вот я же говорю, жизнелюбие, жизнерадостность, вот оно это такое вот, оно цепляет очень. И плюс эти женщины, они умеют себя, опять-таки, показать в нужном свете, вот вы умеете, да, там компоновать элементы гардероба, опять-таки, у кого там роскошные, уже не знаю, волосы, акцент на этом сделать, у кого там ноги красивые, допустим, у нас у всех красивые ноги, да, вот эти каблучочки, разрезики, ну, в общем, вы меня понимаете, женским премудростям, каким-то хитростям, даже не хитростям, а вы поняли, вы обучены, вы это умеете, это знаете, женственное, ярко. Но тут такая какая-то история, почему-то мне так идет, знаете, как будто бы мужчина мог сразу вот, ну, если можно сказать, ой, хочу как-то лайтове это все сказать, среагировать, да, в первую очередь где-то энергетика, внешность, вот это вот желание рядом с вами быть как минимум, а потом у кого-то могло вмешаться то ли понимание того, что вместе не можете быть, у кого-то элементарно почему-то он мог осознать для себя сейчас, что вот этой такой внешностью, привлекательной, яркой, какая-то очень ранимая душа. Вот такой вот мог для себя как-то вот то ли почувствовать, то ли осознать, то ли в принципе он мог вас встретить в тот момент, когда при всей вашей наполненности, яркости, а может быть был трудный период у вас какой-то, и когда внешне вы там, допустим, улыбаетесь, да, и создаете, если хреново действительно, создаете там иллюзию того, что да пофиг, прорвемся, все будет классно, да. А внутри это как ребенок такой вот, как в этом коконе, хотелось бы от всех закрыться. Мог такой период у вас в жизни быть. У кого-то даже вообще может пройти больше. У кого-то могли быть проблемы на тот момент встречи, общения. Проблема у вас с вашим мужчиной каким-то еще могло быть. Или расставание. И у вас было такое желание закрыться от всех. Почему-то, говорят, это вот сочетание вот вашей внешности, повторюсь, харизмы, и ваша какой-то, ну, назовем это тонкой душевной организацией, где-то какая-то хрупкость, такая, как ребенок, вот, ну, он почему-то это считал, незащищенность, где-то даже как неприспособленность к этому миру, вот такое, ну, в хорошем смысле, девочки, это вызвало у него какие-то такие трепетные чувства, то есть из состояния, допустим, ну, человек отреагировал на вас, мужчина отреагировал, ничего плохого в этом нет, это классно. Ну, во всех смыслах, как извините, отчасти как где-то она как сексуальный, яркий, классный, красивый объект, привлекательную женщину. А тут дальше неожиданно для него такой подключился такой аспект какой-то. Вот эта карта, она часто считывается чувств, какие-то желания заботы, нежности. Это даже не забота, девочки. Это какая-то нежность, это какая-то влюбленность, как вот у нас в 14 лет, даже вот в 15-14, когда там мужчина лишний раз там старается ничем не навредить своей избраннице, дабы не спугнуть, да, там лишний раз там дотронуться хотелось бы до руки. Тут это не о этой же там страсти, не о этой сумасшедшей любви. По крайней мере, показано, как будто бы вот на него, на его эмоции наложил отпечаток осознание того, что вы не просто привлекательная женщина, потому что там какая-то такая ранимая душа сидит вот в вашем прекрасном теле. Так, ладно. Почему-то тут у кого-то, опять-таки, если сейчас я спрошу только помощи, это вы? Нет, это он. Ну, кстати, вполне возможно была какая-то ситуация,
ситуация, опять-таки, вы тоже могли каких-то быть до встречи с ним, тоже могли быть не совсем, скажем так, здоровых, счастливых отношениях, а у кого-то, в принципе, какой-то период мог быть, повторюсь еще, опять как будто бы вами пытались то ли манипулировать, потому что тут карта кукла, вот, это рука мужская, и тут марионетка. Я спросила по поводу вас. Вполне возможно, что как-то изначально где-то, может, он считал, проигрался, извините, как, может, кому-то неприятно скажут, как какой-то, не обязательно там жертвенный тип, но как будто бы женщина, ну, вот где-то такая вот, как в этот кокон хотелось бы забиться, хотя потенциал тут сумасшедший. Цвети и пахни, да? Может, у него даже недоумение было, почему такая во всех смыслах привлекательная, яркая, а почему как какой-то вот, знаете, как этот ежичек такая свернулась и тебе выставила эти иголочки, чтобы ее лишний раз никто не обидел. Но тут показано, как будто бы у вас, извините, как в анамнезе перед встречей с ним уже были какие-то отношения, которые, может быть, в принципе, взаимоотношения с какими-то окружающими, которые тут и показано, вами пытались манипулировать. Может, он подумал даже, почему это спросила рука помощи, что вы нуждаетесь в помощи. Ну, кстати, по поводу помощи вряд ли он, тут карта отшельник, он скорее на все это так посмотрел отстраненно. Скорее всего, для него это были новые какие-то эмоции, вот это, и оно все вместе. Как-то, мне кажется, по отшельнику для него это новый какой-то был урок, новое общение, новые эмоции. Так, карта сова до него. Ну, на него карта сова, мудрость, нет, тут башня разрешения. А на вас выпала карта огонь, страсть. Скорее всего, девочки, вы влюбились. И по поводу мудрости могу сказать, периодически голова отключалась, да, если страсть накрывает, а тут мне вышло как страсть. А у кого-то, если третий фактор был, то это ревность могла, то есть, ну, как башню сносить. Если еще карта медведь рядом, это тоже не свободен. Могла вот какая-то ревность, желание показать, я не хуже там твоей какой-то, не знаю, потенциальной избранницы, или сравнение даже в принципе, оно же сразу так срабатывает у кого-то. Так, могу так проиграться. Карта зеркала. Радость жизни. Так, это о чем карта зеркала? Так, трудности. Показано, девочки, как бы там не было, что-то на мужчину не наговаривала. Он не совсем был готов к этим трудностям. И более того, тут карта сердца тоже мог подвлюбиться. Ну да, мы же смотрим, грезит вами, да. То есть, ну реально есть какие-то у него тут эмоции к вам, ну, карта сердца. Дело в том, что по карте мастер мужчина кого-то, сочетание с картой тут зеркало, у вас мог быть период такой, как друг друга отзеркаливали. Вот как ты ко мне, так и я к тебе, да. Там кто-то не звонит, вот в ответ он точно такую же тактику применяет. Могло быть. У кого-то где-то показательно карта зеркала, и тут пытался, как показывал, мог вам. У меня все прекрасно, все хорошо, я радуюсь жизни, вообще тут танцую, пою. Может быть, показательно какой-то такой, знаете, пытался, да, показать вам образ жизни веду, там веселое времяпровождение, где-то новые знакомства, веселые компании и все отсюда вытекающее. Подчинение, подарок. Вообще как будто бы человек показан. Так, шагаш. Вряд ли это на самом деле соответствовало в полной мере этой картинке, да, скажем так. У кого-то пытался уйти с головой в заработок, в работу, карьеру строить. Так. У кого-то просто человек слился, да, если можно так сказать. Где-то ушел как в тень. И тут какие-то могли быть, извините, жаргонизм, отмазки какие-то, у кого-то тут проблемы типа на работе могли быть, у кого-то расходы, тут неприятности какие-то.
Ну, в общем, показано, как будто мужчина не совсем готов был. Вот что у него такой подарочек накроет, да? Он, допустим, одни в своей голове строил там какие-то планы, прогнозы, то ли ваших ну, взаимоотношений или каких-то ваших отношений, уже не знаю, да, но почему-то показана карта вокруг шеи какие-то оковы. Может быть и не свободен, это одно, а второе ожидал одно, а все получилось совсем по-другому. Может быть, не готов был к вашим каким-то, опять-таки, по факту проявлениям, потому что тут карта шабаш. Мне все-таки хотелось бы это считать, как будто бы, может быть, вы тут в конце концов на какие-то его проявления отреагировали и пошли в свое светлое будущее. Где-то, может, стали больше внимания себе уделять, как будто бы занялись собой. А еще мне так вот идет по этим картам почему-то, ну, это логично, если вы там были в него влюблены, назовем это так, вы могли с ним коммуницировать, где-то поддерживать его даже на энергетическом уровне. Как и вы разошлись там, или на время там у вас пауза, то у него и дела хуже пошли, как карта тучи, расходы. Может быть, благодаря этой энергии какой-то, которую наполняли, да, поддерживали. Где-то вы оберегали его от каких-то неудач, невзгод. Извините, у горла болит, садится голос. Так, девочки, какой-то такой мужчина вот у меня вышел. Мужчина, который для себя, не ожидая, испытал какой-то спектр чувств, эмоций. При этом, может быть, как по привычке, да, может быть, у него уже это как выработанная, вот, не знаю, тактика, стратегия, вообще модель поведения какая-то. Где-то манипулировать, где-то женщин, ну, даже не то, что заставлять отыгрывать его какие-то там. Вот он выстроил какой-то план, да, и он, вот этот план, он как-то вклинивает женщину, вот как-то так, она в принципе для него удобна. Вот какое-то подчинение. А тут что-то пошло не совсем так. Возможно. Так, давайте еще посмотрю. Почему-то мне хочется еще посмотреть, какой же этот еще мужчина. Что это за мужчина? Так. Ой. Показано, мужчина набирается сейчас мудрости. Какой-то у него такой период. Карта зависти и ограничения. Скорее всего, я спрашиваю. Это не то, что там ему кто-то завидует. Мы видели, у него там не совсем хороший период в жизни такой. Может быть, не то, что там всегда найдутся люди, которые при любых раскладах найдут чему позавидовать. Но тут больше история о том, что он, скорее всего, сейчас завидует тем людям, у которых нет ограничений. У кого-то, если он не свободен, женат, то тут он чувствует себя вот этой розочкой, да, которая под хрустальным колпаком. То есть под бдительным надсмотром, контролем, вот как-то так. И ему это не нравится, понятно. И дело в том, что ощущения такие, он завидует тем людям, у которых нет этого контроля, ограничений. Опять-таки, он ищет пути решения. Не то, что там конкретно этой проблемы. В принципе, как будто ищет пути решения тех проблем, которые обрушились на его там голову. А они есть, горы, какие-то препятствия, может быть, это даже препятствия связанные с вами, это связано? Скорее нет, девочки, скорее это он ищет. Тут как интересно. Так. Девочки, он где-то уже, у меня история о том, что человек вроде бы карта смерти, это трансформация, пытается искать и борьба, пытается как будто бороться с теми неприятностями, но в то же время, когда я спрашиваю за вас, он инициативу отдает как будто в ваши руки. Вот, или если еще есть какая-то еще женщина, тут две женщины, вот, пусть они за меня борются, да, я достанусь той
которая будет более активна, да, которая покажет мне, что я наиболее ей нужен. Ну, совсем не факт. Как будто подчиняется какой-то истории. Подчиняется уже. С одной стороны идет борьба, но борьба, скорее всего, борьба за что? За лучшую жизнь, за преодоление каких-то трудностей. Но это почему-то не совсем связано с вами. Как будто бы в любовной истории он перекладывает ответственность на женщину. Мне прям так идет сразу. Это для того, чтобы мы не испытывали там каких-то иллюзий ненужных. Эти розовые очечки. Вот почему-то мне так они показывают этого мужчину. Знаете вы его? Этого товарища. Так. Будут ли какие-то шаги конкретно, да, с его стороны? Если будут, то какие? Тут показательно человек может, повторюсь еще, вам транслировать: у меня все прекрасно, я тут радуюсь жизни, танцую, пою. Уж не знаю, там, с бубном как-то. С бубном, с подружками, да? Так, ладно. Какие будут проявления с его стороны? Прям боюсь предположить. Вот такая прям картина. Ой, как мне хочется прочитать, девочки, что на вас обрушится шквал. Тут прям деньги летят с неба, подарки какие-то. На вас, потому что вы тут выходите по карте звезда. Для него великолепная, привлекательная. Еще и карта сила. Но я вам хочу сказать, что эта карта представления. Скорее всего, девочки, история о том, что мужчина, может быть, как набивать себе цену, да, где-то показывать свою ресурсность, свою привлекательность. Для чего? Для того, чтобы вот карта хранительница. Сейчас он вас считывает мудрой хранительницей. Видите, она сидит, девушка красивая, и на плечике у нее сова. Вот вы как будто бы в какой-то своей гармонии, может быть, спокойствие уже обрели. Уже вот этих эмоциональных качелей нет. Где-то себя, ну, взяли в руки во всех смыслах, контролируете. А ему очень хотелось бы, вот карта провокация, вот какой-то как красной тряпкой перед вами, как перед этим быком помахать, для того, чтобы вы вышли из своей где-то зоны комфорта, спокойствия, проявились как-то, показали, вы к нему что-то испытываете или нет. Потому что при всем при том, что он будет вас по звезде, где-то идет даже идеализация вас. По звезде это женщина очень привлекательная, умная уже, с холодным рассудком уже, и карта сила, он прекрасно понимает, вы сможете приручить не то, что там льва, тут дракон от слова, но ему хотелось бы, чтобы вы стали ближе как-то, и опять-таки более, можно сказать, более какой-то земной, не просто как фантомом каким-то, который где-то вдалеке сияет, да, светит, но не греет. Вот тут хотелось бы каких-то ему земных ярких проявлений, каких-то, может быть, даже с вашей стороны, понятно, что глупых, для того, чтобы он осознал, насколько он для вас дорог. Вот что-то такое. Говорят, что представление человек задумывает какое-то. Это своего рода, я не знаю, даже по деньги, подарок, скорее всего, девочки, не будет вам тут в ближайшее время с его стороны каких-то подарков, извините, что тут так все красиво начинается. Так, это ваш, да, сейчас подарки себе, это для вас. Ну, извините, это подарки себе, карта, ну, это больше карта ключ, это для того, чтобы подобрать ключ вам, показать свою ресурсность. Смотри, как я деньги там транжирю. Я купил себе новую яхту, уже не знаю, там что-нибудь еще. Мотоциклетный какой-то шлем себе купил красивый, да.
вот такой какой-то показать, что вот у меня такой какой-то уровень жизни, я себе это могу позволить. Вот это представление разыгрывать. Цель этого всего, повторюсь, набить себе цену, вызвать у вас чувство, желание какое-то где-то проявиться. Не потерять же это ценный какой-то фрукт. В принципе, спросила на вас подарки, тупик, вряд ли. Так, ладно, вы поняли. Вот человек выбрал такую тактику, будет набивать себе цену, показывать, насколько он вообще лакомый кусочек. Ты еще подумай, отстраняться от меня, отдаляться. Так, ну опять его какие-то действия по карте хамелеон будет приспосабливаться, выходить из какого-то тяжелого состояния, потому что карта слезки какие-то, слезки по кому, не буду говорить. Ну, принцесса, вас он видит этой принцессой, женщина, которая где-то... Ой, карта орел на вас можно считать, да, что вы где-то превозмогая какие-то там свои обиды, печали, где-то пошли в свою реализацию, где-то улетели, скажем так. Улетели с таким посылом, с таким намерением жить наполненной яркой жизнью, как будто бы и не возвращаться больше, может быть, даже, ну, к этой истории. По крайней мере, повторение, вот именно в таком формате, в котором это было, вы точно не хотите. И тут такая же, я говорю, как с заковыркой. Ему хотелось бы, может быть, подпитаться этими эмоциями и показать, что ж ты там отдаляешься. Ты точно не хочешь появиться у меня на пороге. Тут как-то так. Может быть, это трансляция, повторюсь, каких-то там, я не знаю, покупок. Пыль в глаза пустить, где-то, может быть, через знакомых, там, уже не знаю, расскажет, что недвижимость приобрел где-то, уже не знаю, где там, в Простокваше там, да. Так, это история. Ну, опять-таки, ему бы очень хотелось по карте, тут орел и огонь. Ну, страсть есть в вашу сторону. Карта всадник тоже на него. Хотелось бы проявиться. Он уже где-то он ощущает, что вы его так не воспринимаете, как раньше. Идет башня, разрушение этого образа его. Уже как будто трещит все по швам. У кого-то вообще разрушилось. Будто бы очень трудно сейчас заставить вас вновь о нем так мечтать там, или грезить им, как было раньше, да, как будто бы, ну, скажем так, где-то шансы упущены, где-то вы уже на него смотрите очень так как-то без розовых очочков, очень четко, ясно видите какие-то, мягко говоря, недостатки, несоответствия какие-то. Как-то так. А тут человеку хотелось бы как перезапустить заново. По крайней мере, заново увидеть ваши восхищенные глазки, где-то прочувствовать то, что вы им дорожите, вы им увлечены, он дорог. Вот это вот. Тут провокация будет. Вот прям на карте написано провокация. Вот с его стороны каким-то, может быть, даже это не в открытую будет. Может быть, это просто человек через кого-то там передаст какую-то о себе информацию. Тут нет такого посыла сказать вам там люблю, грежу, да, мечтаю тебе. Нет, тут желание вас заставить проявиться, заставить вас как-то посмотреть на эту ситуацию по-другому. Может быть, даже спровоцировать так, чтобы вы появились в каком-то нужное время, в нужном месте, и тут он по карте огонь, всадник, ну, красавчик такой, показать ему. Кстати, я как был этим красавчиком, так и остался таким, да. Пусть там, что между нами было, чего не было, но вот это какое-то, ну, назовем это тяга. Тяга у нас друг друга остается. Ну, как бы хотел на этой почве как-то чуть, мне так кажется, вроде бы перезагрузить отношения, но опять-таки, там инициативу как будто бы на женщин больше передает, да, вот эти бразды, даже не управление, я даже не знаю, как будто бы, чтобы женщина больше эти шансы ловила. И тут вот как-то эти провокации. Такая интересная, это, не знаю, модель поведения, какие-то такие у него, как будто бы
Да, вот провоцирует шаг вперед, три назад и оставляет место для этого, поле деятельности для женщины. Отчасти я понимаю, для того, чтобы где-то не брать ответственность, если женщина проявится, тут в любой момент он может сказать, ну, не получилось там, или там что-то перегорело, опять не сошлись, он может сказать, ну ты же сама этого хотела, дорогая. Это все как-то, ну вот, ну что вам сказать. Оно где-то белыми нитками. Так, но все-таки же грезит, да. Давайте еще. Мне так просто вот на этой колоде она очень хорошо передает эмоции, именно эмоции. Эмоция этого мужчины прямо сейчас к вам. Вообще карта шиворот на выворот. Так, такие эмоции у бедняга по четверке мечей тут своеобразная такая, забился в классике, это как рыцарь обесточенный. Ну понятно, вы уже не наполняете энергией восхищенных ваших глазок, он не видит. Это рыцарь лежит, он как не мертв, да, а как в анабиозе, ручки сложил, вот, и в любой момент он может встать, конечно, но для этого ему нужно наполниться этой энергией. Где-то такая позиция, да, как будто бы сейчас, дорогая, я полежу еще тут с полугодика, а потом, может быть, и тут вот забился этот человечек в какой-то аквариум и выглядывает одним глазиком. Интересная эмоция. Выглядывает, там все-таки следит. А поменялось ли что-то в вашей жизни, да? Так, да что ж такое карта? Такое впечатление, пока меня нет, кто-то приходит и этими картами пользуется. Ладно, так шизофрения начинается. Так, девочки, извините. Давайте посмотрим эмоции к вам этого человека. Вас он видит для себя непонятной, непрочитанной книгой, загадочной. Если кто-то знает, что вы увлекаетесь эзотерикой, тоже может думать, что-то она там шаманит, она как-то влияет на меня, не так, как все, странно, может быть, она какие-то там ритуальчики применяет, тяга есть к вам. Так, эмоции к вам. Ну, девочки, так, чуть-чуть вытащу. Ну вот в конце все равно карта манипуляции вышла. Ну вот мы же его не переделаем, да? Ну мы, наверное, не стремимся. Смотрите, какой тут спектр, можно сказать. По десятке кубков, девочки, это ощущение того, что в этом мире каком-то враждебном, где тут окружают его какие-то крысы, какие-то там жалят его, может быть, это окружение во всех смыслах жалит, угрозу для него представляет. Он говорит, мы с тобой как все-таки как где-то родные люди. По десятке кубков, ну, в классике это пара, да, любовная сфера, это любовь, это как семья, родной человек. Но тут такой подтекст, вот именно в этой карте, смотрите, тут девочка сидит на этом слонике, и он как выносит ее из этого, ну, негативного моря, океана, да. Тут еще вопрос, кто для кого является этим спасательным этим кругом, да, то есть, может быть, он себя видит в роли вот этой наездницы, а вас в роли слоника, да, тоже надо делать на это акцент. Хотел бы он быть самым главным в вашем жизни, мужчиной. Ну, причем тут такой, смотрите, Наполеон, он же карманный, какой-то кукольный, сидит на этой кукольной лошадке, лицо делает серьезное, но по факту, сами понимаете, этот Наполеон, он больше какой-то, ну, как пузырь воздушный. Он на этой лошадке никуда не скачет, он делает опять-таки вот это вот серьезное, интересное такое лицо и надеется, что вот этого какого-то поступка, то, что он влез на эту лошадь деревянную, достаточно будет для того, чтобы вы сказали, да, ты единственный, ты самый лучший. При этом методы какие-то могут быть у него такие, именно в отношении вас. Вот тут карта, смотрите, девушка этого кролика, можно сказать, оседлала, да, прям такие интересные тут эти ассоциации, оседлала, и она его хлещет ради своих каких-то
желаний, достичь вот, извините, желаемого в моменте, цели каких-то, она тут готова даже причинить боль этому, ну, этому кролику. Я просто такой подтекст, что в моменте человек может причинить вам боль, при этом он будет уверен 100%, что, ну, правда на его стороне. Как-то так, что он все правильно делает. И вот какие-то эмоции такие, понимаете, вот я же не могу все-таки десятку кубков выбросить, да, это о любви, любовь, эмоции, но при этом человек на первое место ставит себя. Человек считает себя правым, даже где-то манипулировать. Почему-то он считает себя где-то, может быть, он на деле он такими полномочиями, ему лучше знать. Как-то так странно. Тут изображена девушка в роли вот этой какой-то осы какой-то, да, и тут одета маска на ней. И она вот эту вот козявочку какую-то, тоже сороконожку, она дрессирует. Она тут прыгает с одного стульчика на другой. То есть, другими словами, человек может одевать маски для того, чтобы, извините, где-то заставить вас ну, прыгать на эти стульчики и выполнять его какие-то желания, отыгрывать ну, его, не знаю, что он там себе придумал, как у вас должны развиваться отношения. Вот вы должны вот это вот отыгрывать это все по его правилам, где-то подстраиваться. Вот все-таки как-то вот так человек это все видит. Ладно. Так, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо за то, что вы были со мной. До новых встреч.